Болгарская Варна. Раннее утро. Через каких-нибудь полчаса улицы заполонит пестрая толпа. Туристы, школьники, спешащие на работу местные жители. В их компании мы проведем один день. Варна, возможно, самый известный у нас болгарский населенный пункт. Мы знаем его уже 50 лет. Но в отличие от Солнечного берега или находящихся в 15 километрах Золотых Песков, Варна не только город-курорт. Точно так же это город-труженик и город-порт. Здесь развита промышленность, а большинство из 300-тысячного населения не курортники, а люди, живущие тут круглый год. Итак, раннее солнечное утро. Я иду по центральной пешеходной улице Варны. Вчера вечером она была совершенно заполнена, сегодня пустынно. Кафе уже работают, но постояльцев нет. Все-таки еще действительно слишком рано. Тем не менее, в этом месте очень хорошо заметно, что Варна – это и туристический, и деловой центр Болгарии. Итак, посмотрите, всего один, но очень явный пример. С одной стороны, ларек с прессой, там, где торгуют новостями, там, где торгуют информацией, несомненный атрибут делового города. С другой стороны, раннее утро и уже работает ларек с мороженым. Что это, как неявный признак курорта? Жизнь в крупном городе по сравнению с жизнью на курорте в чем-то привлекательнее, а в чем-то нет. Здесь больше суеты, людей, машин, тут трудно жить отшельникам. С другой стороны, городская цивилизация с ее многочисленными магазинами, кафе и сферой услуг отлично дополняет комфортные пляжи Черного моря. А море здесь самое настоящее. А цены в Варне на все, от еды до развлечений, не курортные, а куда более умеренные. В Варне новый успешно соседствует со старым. Гигантский флаг Евросоюза не может закрыть целиком памятник болгаро-советской дружбе. А вот «Чайка» – самый престижный комплекс социалистической эпохи. И самый свежий пример – новое здание аэропорта. Город встречает гостей по мировым стандартам. Варна напомнила мне ящик письменного стола, в котором вроде бы беспорядок, но все родное и, в общем-то, на своих местах. Чтобы подтвердить или опровергнуть это ощущение, мы пошли в гости. Нас пригласила москвичка Юля, которая покинула на время российскую столицу и обосновалась именно здесь, в одном из новых домов Варны, в 10 минутах от моря. Здравствуйте. Добрый день. Заходите. Спасибо. Юлина квартира на 3-м этаже, окна во двор. Площадь невелика, примерно 55 метров, включая балкон. Но Юле вполне хватает. Впрочем, пусть расскажет сама. Болгарию сразу выбрали. Родители поехали сюда отдыхать и практически сразу влюбились в эту страну и решили уже однозначно, что здесь нужно покупать недвижимость. Варна считается курортным городом, очень старый город с историей, плюс очень зелено, потому что северная часть, она более зеленая, чем южная. Вот, и здесь как-то больше понравилось, и поэтому решили все-таки в Варне брать. Плюс все коммуникации, все, что крупный город может предложить, магазины, развлечения, рестораны, все что угодно. Как бы все это здесь есть. Не нужно знать английский, чтобы здесь жить и как-то устроиться. Это очень большой плюс для моих родителей, которые, например, не владеют языками. Изначально, когда в квартире были только стены, не было ремонта, мы заказали ремонт в нашем агентстве. И помимо ремонта, там же мы заказали и, через них, скажем так, заказали мебель. То есть они полностью поддержку осуществляли в этом вопросе, присылали различные варианты мебели. Мы говорили, что мы хотим, они нам присылали в ответ на это ссылки. Мы уже выбирали среди того, что нам предлагается. И они привозили все, расставляли. Не могу сказать, что это было трудно. Достаточно быстро мы освоились. То есть буквально пару приездов, и уже на 3-й приезд уже ощущение, как к себе домой приезжаешь. Когда едешь к себе домой, то понимаешь, что тебе надо будет убираться, тебе надо будет готовить, тебе надо будет стирать, тебе нужен стиральный порошок, тебе нужно там средства для мытья посуды, еще что-то. И вот это, оно как бы все-таки сильно влияет, и ощущение совершенно не туристическое.
Россияне охотно обосновываются в Варне еще и потому, что здесь действительно нетрудно жить. Знакомые вывески, местные жители, даже если и не говорят, то точно понимают по-русски. Даже магазины есть русские, целая сеть. И главное, все время наталкиваешься на приятные детали из недалекого прошлого. Их много в Варне. Боюсь ошибиться, но кажется, нечто подобное я видел только еще в свои школьные годы, году так в 87-88. Не скажу, что вода какая-то особенно вкусная, но сама атмосфера впечатляет до нельзя. Варна для российских покупателей недвижимости все-таки не главный центр притяжения. Повторюсь, в России ее знают, но курортные поселки привлекают все-таки больше. Вместе с тем, это очень приятный, спокойный и душевный город для тех, кто ценит настоящее и не отказывается от прошлого.